Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку один из самых моих любимых видов рождественского печенья. Это, наверное, один из самых необычных видов вообще рождественского печенья, который неделями остается сочным, этот вид печенья, что не скажешь о другом печенье. Именно сочным, мягким, удивительно ароматным. Это старинное кёнигсбергское печенье с запеченным марципаном. Рецепту этому уже гораздо более чем 100 лет. Это не запеченный марципан со вкусом сырого марципана, а именно запеченное марципановое печенье мы сегодня готовим кёнигсбергское. Вкус классического запеченного, обожженного по-другому называется, кёнигсбергского марципана, он имеет вкус сырого марципана, просто с такой корочкой обожженной сверху. Мы же сегодня готовим легендарное кёнигсбергское марципановое печенье. Будем немножко белка туда добавлять. Роскошнейший вкус готовится буквально за какие-то минуты. В этом кёнигсбергском запеченном марципановом печенье вкус сырого марципана приобретает удивительный, очень насыщенный, сливочный, такой миндальный марципановый вкус. И те, кто вообще не любит сырой марципан на вкус, просто в восторге вот от этого кёнигсбергского знаменитого марципанового печенья. Очень старинный рецепт и предельно простой. И этот вид рождественского печенья не содержит глютена. Итак, для приготовления этого печенья можно использовать покупную марципановую массу. У нас в Германии она продается в каждом магазине. Но я здесь покажу, как приготовить изначально сам марципан. Подробнейшее видео по приготовлению марципана я не так давно уже выложила на моем канале. Ссылочку я вам закреплю в описании к данному видео. Все подробно я рассказываю, как приготовить марципан, из чего, как долго его вымешивать, как его хранить. Здесь я быстро просто скажу, что нужно сделать. Миндаль очищенный такого среднего помола я сейчас просеиваю через сито. Грубого помола миндаль я убираю. У меня осталось 270 грамм мелкого помола миндаля. Можно брать миндальную муку. Я рассказываю в том видео, как перемолоть миндаль, чтобы правильно, чтобы не выделилось масло. Пройдите по ссылке, посмотрите. Также к этому миндалю 270 грамм миндаля я добавляю 230 грамм сахарной пудры. Все, я это слегка перемешиваю. Добавляю обязательно туда аромат горького миндаля. То есть 1 миллилитр аромата горького миндаля я туда добавлю на 500 грамм вот этой сухой массы. Это необходимо просто сделать для этого рецепта. Сейчас мы пока просто готовим обычную марципановую массу. Если вы можете купить марципановую массу в магазине, просто возьмите 500 грамм обычной марципановой массы. Кто вот в Германии живет, меня смотрит, просто тогда для этого рецепта берите 500 грамм марципан-ро массы и все. Здесь предельно все просто. 35 грамм воды. На весах взвешиваю в граммах. Вообще в идеале нужно розовую воду туда добавлять. Я здесь даже не говорю о ней, и в том рецепте марципана я даже и не упоминала о ней, потому что трудно кому-то представить, где купить розовую воду. У нас в Германии она продается буквально в каждой аптеке, ее можно сделать самим. На литр воды нужно добавить просто 1 каплю розовой эссенции, то есть с ароматом лепестков роз. И из этого литра взять 35 грамм вот этой розовой воды и добавить уже в марципан. Не более, то есть марципан не должен иметь такой насыщенный розовый аромат. Ни в коем случае. Просто какое-то отдаленное напоминание о розе должно быть в марципане. Поэтому я даже в принципе и не упоминала в своем рецепте марципана об этой розовой воде. Но знаете что? Вообще туда нужно бы добавить розовую воду. Ее можно приготовить. То есть на литр воды вы можете добавить просто 1 каплю розового масла. И из этого литра уже добавить 35 грамм вот к этой вот миндально-сахарной массе. Итак, марципан мы сделали. 270 грамм миндаля мелкого помола, 230 грамм сахарной пудры. Туда же добавили 1 миллилитр аромата горького миндаля и 35 грамм воды. Или же в очередной раз повторюсь, вы можете просто взять полкило готовой марципановой массы. Итак, вот эту марципановую полученную нашу массу я сейчас измельчила вот так вот просто кусочками. Добавляю туда 1 белок, то есть белок 1 куриного яйца. И еще дополнительно 80 грамм сахарной пудры. Сейчас мы уже замешиваем тесто на само печенье. То есть готовим здесь старинное кёнигсбергское запеченное марципановое печенье. Сейчас я просто замешиваю тесто в старинном рецепте, потому что это в Германии у нас считается как бы прабабушкин рецепт вот этого кёнигсбергского запеченного марципанового печенья. Поэтому его все знают, что это рецепт от прабабушки, скажем так. И добавлялся ром. Прям буквально столовая ложка рома шла в эту массу. Я добавляю ромовый ароматизатор, потому что масса тогда имеет более насыщенный вкус и аромат. Именно с ромовым ароматизатором. Обязательно туда добавьте аромат рома.
Это неотъемлемая просто часть этого печенья. Все это я быстро перемешиваю, ничего долго здесь замешивать не нужно. И убираю это тесто обязательно сейчас под пленкой полчаса постоять на столе. Вот это очень важно. Итак, тесто у меня настоялось. Я сейчас начинаю уже формовать мои печеньки. По 30 грамм на каждую шишку. В форме шишек я буду сегодня лепить эти печеньки. Я буду взвешивать на весах, конечно. Здесь я просто вам показываю вот первую печеньку. Делается элементарно, просто и быстро. Напоминаю, что в любой работе с марципаном, будь то мы его раскатываем в пласт или вот так вот просто формуем как-то, для припыления стола нужна только сахарная пудра. Ни в коем случае ни мука, ни кукурузный крахмал, только сахарная пудра. И если вы захотите вырубать его какими-то вырубками, эти вырубки постоянно нужно также слегка обваливать в сахарной пудре. Также и нож я постоянно как бы посыпаю сахарной пудрой, чтобы не липла эта масса так сильно. Если вы захотите раскатать марципан в пласт и сделать печенье при помощи вырубок, вам тогда нужно раскатывать его не менее чем в 6 миллиметров, иначе оно у вас будет подгорать. То есть внутри у него должна быть как бы хорошая прослоечка вот этого марципана, оно не должно быть тоненьким. Сахарную пудру я не удаляю с печенья, то есть она будет очень хорошо сейчас карамелизироваться в духовке. Будет такая очень красивая запеченная, очень ароматная, слегка хрустящая корочка. Это так и должно быть у этого печенья. Из этой массы теста получается печенье как раз на один противень. Выпекать я сейчас буду мое печенье буквально 10 минут в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия с конвекцией, обязательно с конвекцией, буквально 10 минут. Если же у вас есть в духовке функция гриль, на функции гриль 9 минут на среднем уровне. Я и сейчас выпекала мое печенье на среднем уровне. Горячее еще печенье я сразу смазываю ромом. Отвечаю сразу на вопрос в комментариях. Если не смазывать ромом, печенье будет матовым, то есть не глянцевым. Вот на этот противень печенья уйдет буквально 1 столовая ложка рома для тончайшего покрытия сверху. Горячее печенье, оно в себя как бы это впитывает. Буквально вот такой маленькой кисточкой я все это смазываю. Не крупной, не силиконовой кисточкой ни в коем случае. Наносим тончайший слой здесь этого рома, и печенье будет таким нарядным глянцевым. Удивительно вкусное печенье, богатое очень на вкус, необычное, ароматнейшее печенье просто. Очень долго оно хранится. Его хранить можно и месяц, и ничего с ним не произойдет, если вы его даже просто оставите на столе, без всякого контейнера герметично закрытого. Оно просто у вас будет мягким. Неделю пролежит и будет мягким. То есть вот такое удивительное печенье. Чтобы убрать это печенье надолго, в контейнере уже хранить до месяца, нужно ему вот так день дать полежать просто на открытой поверхности, чтобы вот этот ромовый слой уже сверху подзаветрился. Оно будет также блестеть, но не будет уже липким. И можно смело убирать в прохладное темное место, вот в закрытом контейнере. Хранить несколько недель до месяца, ничего с ним не будет. Ароматнейшее, вкуснейшее печенье. И посыпать уже перед подачей, конечно, сахарной пудрой. Конечно же, производственный сырой марципан, допустим, любекский, чтобы он не был липким, его обрабатывают аравийской комедией или гумми арабиком, но у нас такого нет, и у нас домашние условия, поэтому мы этого не делаем. И я просто ему даю полежать. Внутри нежнейшее, мягкое, очень сочное печенье получается. Посыпаю сахарной пудрой. И вот такие атмосферные у нас шишки, не похожие ни на что на вкус. Просто роскошнейшее, запеченное марципановое кёнигсбергское старинное печенье у нас получилось. Готовится проще простого. Особенно, если у вас есть под руками готовая марципановая масса. У этого марципанового печенья, благодаря запеканию, образовывается такая карамелизированная, очень глянцевая и благодаря пропитке ромом ароматная очень корочка. Внутри, посмотрите, какое оно нежное, сочное. Удивительно, просто роскошное, вкусное печенье. И готовится оно проще некуда. И вкус у запеченного марципана становится очень сливочным, насыщенным, совершенно отличным от вкуса сырого марципана. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, искренне всем желаю успешной предрождественской выпечки.